Всех приветствую. Илон Маск снова опубликовал твит о биткоине, чем заставил зашевелиться весь крипторынок. Хорошо, что это был положительный твит, и все активы у нас практически позеленели, но давайте разберем, какой еще фон существует на крипторынке. Запишем обзор, прогноз криптовалют. Что касается шортов и лонгов по биткоину за последние 24 часа, они не особо выросли, плюс 5% шортов и немного лонгов. Но стоит отметить, за последние 2 недели по тому же биткоину шорты планомерно возрастали. То есть вот был скачок, и в последние дни еще один был скачок. Это все шорты, и они не закрыты. То есть есть два варианта. Либо кто-то что-то знает, и мы все-таки скоро обвалимся вниз, либо эти шорты хорошенечко ликвидируют, и мы очень сильно на всем этом полетим наверх. По эфириуму и Ripple за последние 24 часа больших изменений в шортах-лонгах не наблюдается. А что же касается, к примеру, движения за 2 недели, то по эфириуму сначала был рост шортов, и они уже начинают потихонечку закрываться. Но не все. Также присутствует большое количество шортов, открытых за предыдущие 2 недели. Страх на крипторынке также продолжает уменьшаться. Теперь он уже не экстремальный, а просто страх. Пришли к цифре 28. Если посмотреть в динамике, то у нас уже с 8 июня идет планомерное снижение страха и увеличение данного показателя эйфории. Мы все еще находимся в таком негативном влиянии. Все-таки это страх, но тенденция хорошая. Что же касается ликвидации, то было ликвидировано 55 тысяч трейдеров за последние 24 часа. Это достаточно мало, но при этом основная часть из них были шортисты. Это практически 85% из всех ликвидированных денег, 450 миллионов долларов. И на графике хорошо видно, что шортистов знатно потрепало последним движением наверх после твита Илона Маска. Естественно, на выходных у нас Grayscale никуда не инвестировал, и у них все по нулям за последние 24 часа. Что же касается новостей, то большинство СМИ, естественно, написали про твит Илона Маска и о том, что биткоин подрос после того, как Маск сказал, что Tesla может снова начать использовать биткоин в качестве оплаты за свои автомобили. Но, естественно, было условие. Маск хочет видеть, чтобы криптовалюта была более экологичной. Когда появится подтверждение разумного, примерно 50% использования майнерами чистой энергии и позитивной тенденции на будущее, Tesla продолжит осуществление операций с использованием биткоина. Вот что было написано в твите Илона Маска. Bloomberg же продолжает писать про Сальвадор. Смелый шаг Сальвадора принять биткоин в качестве законного платежного средства заставил Уолл-стрит в очередной раз задуматься, сможет ли криптовалюта когда-либо заменить доллар старой школы. Президент Сальвадора сделал отличную вещь. Он не только позволил своим гражданам использовать криптовалюту легально, но и заставил задуматься весь мир, а не сделать ли нам точно так же. И сейчас от экспериментов в Сальвадоре будет многое зависеть. Если там будут положительные тенденции, то и многие другие страны, я думаю, последуют его примеру. Также звезда НФЛ призвал Нигерию последовать примеру Сальвадора в отношении биткоина. Рассел Акунг опубликовал в газете Bitcoin Magazine открытое письмо к правительству Нигерии. То есть не просто в твите, а аж прямо обратился, потому что он родом из этой страны. Скоро это решение встанет перед каждой страной, но те, кто действует в настоящий момент активно, как мы только что стали свидетелями в Сальвадоре, получат значительные преимущества для будущих поколений. Надеюсь, Нигерия прислушается к своему гражданину. Пока же Центробанк Нигерии начинает тестирование цифровой найры к концу 2021 года. То есть сделали свою крипту, не хотя пока связываться с биткоином. Данная цифровая валюта Нигерии будет действовать в качестве дополнения к государственной валюте, нигерийской найре. Надеюсь, они дойдут и до биткоина. А теперь посмотрим, какие новости нас ожидают в ближайшее время. Я отобрал новости наиболее популярных криптовалют. Они не являются какими-то супер важными, но монеты сами себе на слуху. Pirate Chain сегодня у нас проведет хардфорк. Harmony вопросы-ответы. Ничего такого сверхординарного. И завтра у нас Stellar будет залистен на бирже. ZipMax ZEC будет проводить тестирование сети. И у Polkadot намечается слот-аукцион. Даже интересно стало, что это у нас такое слот-аукцион. Вот как это выглядит в источнике. Это имеется в виду Q-Sama анонсировала дату своего первого парачейн слот аукциона. Надеюсь, будут какие-то положительные эффекты от этого. Биткоин-майнеры выполнили условия для активации обновления Taproot. Soft Fork состоится приблизительно в середине ноября 2021 года. Данное обновление станет одним из важнейших за всю историю первой криптовалюты, но некоторые эксперты полагают, что оно представляет потенциальную угрозу для приватности. Посмотрим, как будет на самом деле.
недели. Пока же данное обновление никак себя не проявило ни положительно, ни отрицательно. Дождемся ноября 2021 года. Президент Танзании призвал Центробанк к исследованию криптовалют. А вот и бедные страны подтянулись за Сальвадором. Мой призыв к Центробанку: начните работу в этом направлении. Центробанк должен быть готов к изменениям, чтобы его не застали врасплох. Танзания же одна из беднейших стран по ВВП на душу населения. Отличный кандидат на то, чтобы начать внедрять криптовалюты. Не собираются пока активно работать, но шевелиться уже начинают. А канадский биткоин ETF нарастил позиции на фоне коррекции биткоина. С 15 мая данный ETF купил около 2000 биткоинов во время коррекции рынка. Также нам сообщают, что аналитики Sentiment пришли к выводу, что киты нарастили позиции в первой криптовалюте на фоне коррекции биткоина. То есть данные проливы по разным статистическим показателям выкупаются крупными игроками рынка. Инвестиционная компания Victory Capital запустит фонд для инвестиций в криптовалюты. Мы продолжаем стремиться к тому, чтобы предоставить нашим клиентам самые передовые возможности. Мы считаем, что криптовалюты являются вполне жизнеспособным классом активов, который хорошо вписывается в диверсифицированный инвестиционный портфель. Фонд этой компании будет доступен после подписания эксклюзивного соглашения с фондовой биржей NASDAQ и компанией Hashdex, которая специализируется на управлении криптоактивами. Фонд будет инвестировать в криптовалюты, основываясь на индексе NASDAQ Crypto Index. Давайте посмотрим, что у нас произошло на графике биткоина за последние пару дней. И, как мы предполагали, мы получили второй импульс. Все, как и рассчитывали по прогнозу. Пришли в расчетную зону. Пока еще находимся здесь. Не добили до уровня сопротивления, но минимальную цель уже выполнили. И если посмотреть на часовике, то мы видим, что объемы на втором импульсе меньше. Индикатор у нас практически на том же уровне. То есть мы пока получили дивергенцию в шорт. Отсюда велика вероятность, что можем и пойти на коррекцию. В идеале, конечно, было бы получить еще один заброс наверх до уровня сопротивления и потом уже идти вниз, но и отсюда также можем сразу направиться вниз. Пока это приоритетный сценарий для меня, так как он выглядит наиболее вероятным. По биткоину прогноз все тот же. Идем по нарисованной разметке еще несколько дней назад. Также не стоит забывать, что у биткоина есть и альтернативный сценарий на суперлонг, так называемый. Это то, что мы уже просто нарисовали волну 1-2 и сейчас резко начнем идти наверх. Пока косвенные признаки этого не подтверждают, но структура вполне себе рабочая. По эфириуму смотрим на 4 часах. Пока также мы спускаемся вниз. Наверх дали только 3 волны, что говорит о коррекционном характере движения, но стоит внимательно на это посмотреть. Если мы будем по биткоину резко идти в рост, то и здесь также, скорее всего, полетим. Пока основной сценарий также вниз, он идет по плану. Здесь пока менять ничего не буду. Давайте Ripple еще глянем. По Ripple, что у нас здесь было? Здесь мы тестировали уровень сопротивления, уровень поддержки точнее. Мы снова не пробили уровень поддержки, но и отскок у нас был какой-то вялый. Я думаю, что мы еще раз будем тестировать данный уровень и посмотрим, устоит ли он пока. Тенденция у нас также здесь нисходящая. Хаи, как видите, у нас понижаются. Вот это вот небольшое пробитие, оно было, ну пока нельзя говорить, что мы здесь прям закрепились. Если мы здесь его сейчас протестируем и пойдем наверх, то да, вполне вероятно, что тенденция у нас сменится на хотя бы локально восходящую. Здесь нужно наблюдать, здесь однозначного такого нет ответа. Но в любом случае здесь возможен хороший лонг. Давно уже нарисована структура. Стоп за основание импульса. Здесь двоякая ситуация. Можем как пойти вниз, если пробьем данный уровень. Но пока мы находимся сверху. По доминации. Что у нас по доминации после небольшого коррекционного движения вниз мы продолжили наращивать доминацию биткоина. По индикатору мы имеем здесь уже дивергенцию, а значит, что доминация может еще немного подрасти, но потом уже пора бы ей падать, потому что силы как бы кончаются, судя по индикаторам. Посмотрим еще одну криптовалюту, это из доната. EOS попросили глянуть, что у нас здесь с прошлого прогноза. Так, давайте посмотрим более глобально, чуть подальше. У нас здесь предполагалась вот такая разволновка, как 1, 2, 3. Сейчас мы находимся в 4-й волне и потенциально нарисовали здесь вот заходной на то, чтобы развернуться и пойти наверх. У нас по-прежнему данный сценарий не сломан, так как стоп у нас был вот за данным основанием, мы его не пробили. Двоечка
предположительно у нас по-прежнему в силе. Так что еще мы вот здесь раз, два, три волны вниз отрисовали. Пока данный прогноз, да, также в силе. Мы идем предположительно, сейчас обновлю. Если это был заходной, то предположительно у нас вот здесь зона третьей волны, после чего продолжим движение наверх. Из локального, что у нас здесь? Пока у нас идет нисходящее движение, заходного пока не видно. Здесь вот тоже 3 волны. Если еще одну волну вверх дадим, здесь будет очень хорошо похоже на импульс. Но пока этого нет. Глобально структура не сломана. Также в приоритете поход наверх, но здесь есть локальный нисходящий тренд, который, в принципе, лучше бы, чтобы закончился перед тем, как входить в позиции. Давайте посмотрим, есть ли у нас какие-то новости по ИУСу. По ИУСу у нас ничего толкового нету. Какой-то конкурс, который никому не интересен. По ИУСу без новостей. А так, прогноз в силе, достижение сначала уровня третьей волны, потом уже в долгосрочной перспективе хотя бы предыдущих хаев. Еще одну монету из комментариев писали. Это у нас Trust Wallet токен TWT. Естественно, вот здесь я уже кинул трендовую линию, она прямо напрашивается. Здесь все красиво, мы шли по тренду, потом отскочили, и сейчас вполне вероятно также затормозим на этой трендовой линии. Вышли большие объемы. Что касается у нас здесь структуры, здесь очень похоже, что импульс у нас завершился. Мы отрисовали 1, 2, 3, 4, 5, и сейчас все дело у нас это корректируется вниз. Пока здесь разворота нет, но у нас первое, я думаю, будет сопротивление, это как раз таки на данном трендовом уровне, но если мы его пробьем, то мы можем спускаться вплоть даже до самых низов, потому что здесь у нас никаких ограничений нет. Расчетная зона коррекции у нас уже давно пробита, она у нас вот здесь была, также нас не удержала ни эта зона, ни скользящая средняя, пока у нас данный токен выглядит в приоритете в нисходящем направлении. Что у нас здесь локально? Также 3 волны вверх, импульс не отрисовали, пошли дальше вниз. Здесь у нас, здесь вот какая-то прям явно борьба идет. Идет такая мощная проторговка, но при этом объемы на них очень такие сильные, высокие. Но если открыть график немножко другой данного же токена на Binance, здесь у нас был Binance в пересчете для того, чтобы увидеть большую историю. Здесь же у нас чисто пара QSDT. Здесь у нас уже объемы совсем другие. Поэтому пока здесь нисходящее движение. Здесь вот у нас также пока хорошо вышли объемы, но пока четкого заходного импульса не наблюдается. Также идут тройки, коррекционное движение. Здесь у нас на лонг что идет? Цена вниз, индикатор наверх, объемы наверх. Это хорошо для того, чтобы здесь развернуться. Вот здесь стоит понаблюдать, как только мы отрисуем здесь нормальный импульс. Кстати, давайте посмотрим, нет ли его здесь все-таки. Нет, здесь индикатор также вниз. Объемы тоже не особо сильные. Здесь пока заходного нет. Но, в принципе, вы схему знаете. Будет заходной, на откате брать, чтобы пойти наверх. Стоп за основание. Пока здесь этого толково так не отрисовалось. Есть какие-то предпосылки, объемы. Есть несколько факторов, тот же индикатор, те же объемы, еще. Давайте вот даже посмотрим, что у нас тут по price action, например, по свечам дневным. Но здесь пока нет разворота, нет. Что касается торгового решения, я бы здесь понаблюдал за тем, как будет развиваться движение цены. На этом сегодня все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите в комментариях свое мнение о криптовалюте. Всем удачной торговли и счастливо!